В этом фильме мы расскажем о кругосветном путешествии на автодоме вчетвером. Я, моя жена Ли и двое наших мальчишек. Через Ближний Восток и африканский континент мы доберемся до самой южной точки Африки – Кейптауна, погрузим машину на корабль и отправим ее в загадочный Уругвай. Потом пересечем обе Америки и через Тихий океан вернемся домой. Мы сделаем наш путь образом жизни, пусть и на время. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Мы пьем великолепие Южной Африки, наслаждаемся видами изрыганных океанов скальных берегов, яркими сочными красками, щедро разлитыми по полотну окружающего пейзажа. Мы наслаждаемся прохладой морского бриза. Здесь в декабре начинается лето. Природа взрывается великолепием красок и излучает красоту. Даже воздух здесь особенный. Он наполнен солью, солнцем и едва уловимым ароматом прогретой щедрым африканским теплом травы. Чапманс Пик Драйв – одна из самых красивых дорог мира, проложенная над обрывом вдоль Тихого океана. Волны лениво перекатываются, нашептывая древние истории о ветрах и далеких странствиях, а чайки, рассекая небо, вплетают свои крики в бесконечную симфонию океана. Склоны холмов утопают в зелени, каждая тень в ней кажется глубже, а каждый луч солнца ярче. Небо, бескрайнее и прозрачное, словно приглашает забыться, раствориться в его головокружительной синеве. В таком величии природы человек становится тише, внимательнее, как будто заново учится чувствовать. Прикосновение ветра к коже, тепло песка под ногами, ритм своего дыхания. Все вокруг напоминает о первозданной гармонии, о глубокой связи, соединяющей нас с землей, морем и небом. Сегодня в нашем рационе покорить Столовую гору. Этот символ Кейптауна, бросающий мрачную тень на город. Не знаю, правда, насколько она похожа на стол, но Иван Гончаров назвал ее сундуком. Вот это правильно. Нам нужно подняться будет вон туда. Это и есть Столовая гора. Умные люди поднимаются вот на таких подъемниках. Мы не очень. Мы решили разбудить свои мышцы и взобраться на нее пешком. С детьми такого возраста это готовы сделать немногие. Тропа сразу начала карабкаться вверх, иногда переходя в траверс и заставляя цепляться за камни. Никто из нашей команды не кричал, не жаловался. Все молча шли, изредка оборачиваясь и любуясь необыкновенной прибрежной панорамой и городом. Я сделаю выбор. Одену рюкзак. Мозолистый компас одену на руку. Запру в доме год. И уйду просто так, оставив на кухне записку-разлуку. Я сделаю выбор. Заброшу дела. Уйду, не убрав со стола беспорядок. Укроет меня неизвестность и мгла, своей бесконечностью нитей и складок. Я сделаю выбор. Уйду по тропе, к тому, что по сути своей неизменно. И там, на другой широте долготе, забуду дела, суету и проблемы. Я знаю, что правильно сделаю так, решив за минуту шагнуть за пороги. Я сделаю выбор, одену рюкзак, уйду из квартир, просто мерить дороги. Становилось все холоднее, и перед самой вершиной мы попали в гущу облаков с визгом ветра, вырывающихся из ущелья. Стало так холодно, что зуб на зуб перестал попадать. А главное, уже ничего не было видно, что там под нами на бренной земле. Мы настолько были не готовы к такому холоду. Сопли текут. Ледяные. Вниз пробежали спортивные ребята, сказали, что подъемник на спуск не работает из-за погодных условий. И сразу же Як, доселе героически терпевший, разразился таким скандалом, что кто-то услышал его там наверху, и кабинки сразу же заработали.
Кейптауне великолепная набережная, где с утра носятся бегуны, тащат доски на своих худых спинах серферы, делают утренний променад собачки. Нас обступают любопытствующие, фотографируются, задают стандартные вопросы, получают заученные ответы. А мы все ждем вопроса, на который не сможем ответить. Зачем вам все это? С наступлением темноты набережная вымирает. Охрана разъезжается, и появляются другие люди. Я не знаю, кто это. Часто они одеты опрятно. Однако они не пройдут мимо мусорного бачка. Обязательно нырнут в него в поисках чего-то. Многие из них накидываются на хлеб, когда даешь. Среди них большинство мэды, сумасшедшие. На почве ли наркотиков они сошли с ума или от чего-то еще. Есть в городе и трущобы, небольшие палаточные городки. Часто это места напротив светофоров или странные огороженные сеткой территории. Некоторые люди в таких местах просят милостыню, другие помогают припарковаться за чаевые. Третьи просто пьют на тротуарах. В основном это темные или цветные люди. Цветными здесь называют европейцев или азиатов, смешанных с африканцами еще во времена колонизации. Они и есть самые местные из местных. Кейптаун или Кейп – второй по численности населения в Южной Африке, около 5 миллионов человек. Город поделен на контрастные районы, в каждом из которых можно открыть целый мир. Кейптаун входит в 5 самых опасных городов мира. По ночам темные личности обходят нашу машину кругом, не трогая. Они знают, что мы внутри. Они – хозяева темноты. Иногда между ними происходят стычки за сферу влияния. Однажды я вышел из машины прямо в тот момент, когда у одного из них блеснул в руке нож, но его противник успел убежать. А на утро он пришел нас будить с громкими криками «Wake up!». После этого случая мы стали спрашивать у постовой службы, можно ли ночевать рядом с ними, или переезжали в другое место, если чувствовали, что запахло жареным. Все больше стали задумываться о пройденном. Вот как все было. Любое путешествие – это не просто линия, проведенная по карте, не только смена городов, стран и пейзажей. Это гораздо больше, чем движение в пространстве. Внешний путь – лишь повод, тонкая нить, за которой тянется нечто более глубокое и важное. На самом деле, каждое путешествие – это встреча с самим собой. В дороге стираются привычные роли, исчезает суета повседневности, и в тишине новых мест начинает звучать внутренний голос. Незнакомые улицы, чужие языки, иные запахи и краски словно открывают в нас двери, о существовании которых мы раньше не подозревали. Чем дальше мы уходим от привычного, тем ближе подходим к своей сути. Мы учимся видеть иначе, чувствовать острее, замечать то, что раньше ускользало. И в какой-то момент становится ясно – главные открытия происходят не в путеводителях и не на маршрутах, а внутри нас. Поэтому каждое путешествие – это всегда путь. Немного по карте мира и незримо больше по неизведанным дорогам в самом себе. Город встречает запахом дождя. Я чужой и свой одновременно. Площадь звенит шагами. Каждый перекресток — возможность вернуться в себя и вернуться другим. Green Market Square, один из самых старых рынков Южной Африки, был заложен еще в конце 17 века. На мощенной площади продается все.
От красочных холстов или картин в стиле трэш-арта с использованием разного мусора, традиционных масок из черного дерева до украшений и одежды с яркими орнаментами или из шкур диких животных. Как часто бывает, рынок готов порадовать разными подделками. И здесь же доверчивых туристов поджидают проворные карманники. Знаменитый арт-квартал Вудсток – место для любителей уличного искусства, где стены покрыты увлекательными произведениями, созданными художниками из разных стран. Их работы переплетаются в причудливом диалоге культур, смыслов и эмоций, превращая улицы в бесконечный холст, который никогда не бывает завершенным. Сложно представить, что раньше это был промышленный район, один из самых криминальных в городе, хотя и сейчас ходить ночью здесь опасно. Неподалеку расположены арт-пространства, мастерские и небольшие галереи, куда тянется творческая публика. Из открытых дверей баров и кафе доносятся ритмы от джаза до электронной музыки, а атмосфера наполняется ароматами кофе, пряной еды, алкоголя и легким дымом марихуаны, который лениво растворяется в теплом воздухе. Здесь можно увидеть стильную молодежь, свободную и немного бунтарскую. И тут же небогатые жилые застройки, скромные дома, простая жизнь, обычные заботы. Все это существует рядом с модными заведениями и туристическим оживлением, не теряя своей подлинности. И именно в этом контрасте рождается особая магия Вудстока. Здесь чувствуется настоящий Кейптаун, неприглаженный, противоречивый и бесконечно живой. Закончился наш первый африканский этап кругосветки. Осталось самое главное – время для его осмысления. Конечно, память все поменяет. Сотрутся четкие контуры, поблекнут краски, уйдут запахи. Но, тем не менее, это важнейший момент любого путешествия – осознание того, что было. И порой самый любимый. Воспоминания – это понимание момента на каком-то особом уровне, в спокойствии, без лишних эмоций и глядя немного со стороны. Со стороны ведь виднее, правда? График отправки машины в Южную Америку смещается каждый день из-за очередей в портах. А еще добавились погодные условия. На море шторм и порт не принимает. Мы не станем больше ждать и решаем с Роберто, нашим компаньоном по контейнеру, оставить машины в офисе перевозчика и разлететься. Подготавливаем все, снимаем багажники с крыши, отключаем батареи и откручиваем боковые зеркала. Волны в Атлантике не шуточные, раскачивать будет сильно и будь что будет, в надежде на лучшее. Покупаем билеты. Роберто в свою чудесную Венецию к Рождеству, а я с Дюком в Москву, к бабушке. Ли с Яшей в Аргентину. Ни к кому. Так мы решили. Аэропорт. Прощальные пендали ребят друг дружки. Обнимаемся. Ты уже не пахнешь пылью, но в глазах по-прежнему отражение темного звездного неба. Разбег самолета. Все. Одни. Мы разлетаемся. Земля разбивается. Мы еще не знаем, что будет с нами дальше.
что Ли и Яка не пустят в самолет на пересадке, что по прилету я окажусь в больнице со страшным диагнозом, а бабушка задушит Дюка в объятиях. Рюкзак тянет плечо, как память о прошлом. Я оставляю следы на мостовой старого города, но ветер стирает их сразу. Значит, путешествие — это не карта, а дыхание между шагами. Самолет разрезает облака, и я думаю, что небо тоже дорога, только без указателей. Может, мы всегда летим, даже когда стоим на месте.